Мы стали первым отелем в Нидерландах, который получил сертификацию Green Globe. В летний период мы собираем тепло для отопления зимой. Кусочек мыла, который наши гости не использовали полностью, мы жертвуем нуждающимся. Зарядное устройство Tesla доступно не только для гостей нашего отеля, но и для владельцев электромобилей, которые находятся в районе отеля. И мы также мотивируем наших сотрудников добираться на работу наиболее экологичным способом. Мэрия Амстердама разработала специальную интерактивную карту, на которой видны все памятники архитектуры города, в том числе находящиеся под охраной ЮНЕСКО. Всего их более 9000, и эта цифра продолжает расти. Отель-консерваториум располагается в одном из таких зданий. Отель также является эталоном в плане сохранности исторического здания. Приветствую вас! Меня зовут Массимо. Добро пожаловать в отель «Консерваториум». Сегодня я поделюсь с вами нашей интересной историей устойчивого развития. Следуйте за мной. Раньше в этом здании находился центральный офис почтово-сберегательного банка Нидерландов. Оно было построено 120 лет назад. После этого здание принадлежало консерватории. С 2011 года здесь располагается 5-звездочный отель «Консерваториум», который в этом году празднует свое десятилетие. Это особенный год для отеля и для самого здания. Когда здание переделали под отель, все исторические элементы были полностью восстановлены. Мы даже отдельно нанимали специалистов для восстановления мозаики. А здесь, где мы стоим сейчас, был центральный зал директоров голландского почтово-сберегательного банка. У каждой из провинций Нидерландов был свой офис, и в подтверждение вы можете видеть оригинальные гербы из офисов, которые специалисты привели в исходное состояние. Закон об окружающей среде и планировании строго следит за сохранностью подобных зданий. С одной стороны, он предотвращает обезображивание, повреждение, снос или перемещение зданий памятников архитектуры, а с другой стороны, способствует использованию исторических зданий, внедряя необходимые обновления. Сейчас мы стоим в стеклянном холле отеля, который мы достроили сами. Ширина этого пространства занимает около 50 метров, а высота 20 метров. Помещение примыкает к строению. Это историческое здание, национальный памятник архитектуры. Если когда-либо в будущем наш отель решит сменить локацию, всю конструкцию можно разобрать без ущерба зданию. Все это пространство обогревается при помощи подогрева пола. И пока мы находимся в стеклянном атриуме, хочу привести пример эффективного использования воды в нашем отеле. В случае пожара для спринклерной системы пожаротушения в первую очередь будет использоваться вода из нашего бассейна. Еще один аспект устойчивого развития мы внедрили, установив светодиодные лампы. Мы заменили все лампы накаливания в отеле несколько лет назад. Отель отдает предпочтение товарам с маркировкой Fairtrade, соответствующим принципам справедливой торговли, или экотоварам, а также работает с поставщиками с наилучшими экологическими и социальными показателями. В большинстве своем продукты, поставляемые на кухню отеля, местные и органические. Отель не работает с видами, находящимися под угрозой вымирания, как, например, голубой тунец. Запрет на одноразовый пластик уже вступил в силу и в Нидерландах. Трубочки, пищевые лотки и тарелки, столовые приборы из пластика запрещены. Отель «Консерваториум», например, использует для своих коктейлей трубочки органического происхождения – макаронины.
Это лишь часть новшеств, которые мы использовали, чтобы сделать отель более экологичным, что принесло нам награды и признания. Мы стали первым отелем в Нидерландах, который получил сертификацию Green Globe в 2011 году. Также мы получили награду за выдающиеся достижения от BREEAM. И кроме того, наш бренд входит в группу позитивных брендов класса люкс. Это коллекция брендов, внедривших практики устойчивого развития, социальных и экологических, выходящих далеко за рамки стандартов, предписанных государством. Таким образом, мы делаем свой посильный вклад в сохранение нашей планеты. BREEAM – международная система сертификации зданий на предмет их экологической эффективности и уровня энергозатрат. Она применяется как к новым, так и к уже существующим зданиям. Сертификация Green Globe, разработанная специально для индустрии путешествий и туризма, наиболее распространена в мире на сегодняшний день. Отель «Консерваториум» первым в Нидерландах получил отметку Green Globe в 2011 году. И вот уже 9-й год подряд подтверждает свою сертификацию. Сейчас мы находимся в одном из номеров отеля. Я хочу рассказать вам о нашей системе кондиционирования воздуха. Мы используем роторный теплообменник. Он довольно прост, но эффективен. Теплый воздух из комнат полностью выводится наружу. В этот момент 100% свежий воздух попадает обратно в комнату, охлажденный в процессе ротации до нужной температуры. Также мы работаем с системой сезонного накопления тепловой энергии, используя тепловые насосы. В летний период мы собираем тепло для отопления зимой, а в зимний – холод для летнего кондиционирования воздуха. Под зданием отеля находятся две скважины, наполненные водой. Одна на глубине 180 метров для охлаждения, вторая на глубине 80 метров для подогрева. Это позволяет нам использовать тепло или холод спустя месяцы после того, как оно было получено. Тепловые насосы отличаются высокой энергоэффективностью и в нашем случае работают на электричестве, получаемом из возобновляемых источников энергии. Все это обеспечивает достаточно высокую экологичность работы нашего отеля. Во всех наших душевых есть ограничители потока, с помощью которых мы сокращаем потребление воды в общей сложности наполовину. Кроме этого, отель «Консерваториум» принимает участие в программе Clean the World. Например, каждую баночку с гелем для душа или кусочек мыла, которые наши гости не использовали полностью, мы жертвуем нуждающимся. А сейчас мы стоим рядом с нашей библиотекой, где гости могут прикоснуться к истории Нидерландов. К примеру, всемирно известный делфтский фарфор, который производится в городе Делфт. Эта экспозиция показывает, как изделие выглядит до того, как его покрасят. Можно его назвать «делфтский белый». Кроме того, гостям доступна большая коллекция книг. Также здесь, в атриуме, художники из Нидерландов, собственно, из окрестностей Амстердама, выставляют свои картины, чтобы наши гости могли насладиться искусством. Еще мы предоставляем гостям отеля доступ к нашей уникальной живой библиотеке. Это специально отобранная группа жителей Амстердама, гидов, экспертов из местного сообщества, увлеченных историей и культурой города. Мы вовлекаем местное население в работу отеля, а они готовы делиться своими знаниями, тем самым сохраняя и продвигая нашу культуру. Мы также мотивируем наших сотрудников добираться на работу наиболее экологичным способом. Для этого мы внедрили национальную велосипедную программу. Она заключается в том, что сотрудники могут покупать велосипеды из брутто зарплаты. Когда зарплата переводится на банковский счет сотрудника, у него есть налоговые льготы, потому что сумма вычисляется из зарплаты до вычета налогов, а не после. Разница может достигать 300 евро, если ты покупаешь велосипед, скажем, за 600 евро. Это практически 50% от стоимости велосипеда. Существенная разница при покупке. Всем нашим сотрудникам эта программа очень нравится. Генеральный менеджер отеля Рой Томасон каждый день ездит на работу на велосипеде из другого города. Он проезжает 16 километров только в одну сторону. Любопытный факт.
По статистике, в Нидерландах велосипед является основным средством передвижения на работу и обратно, если офис находится в радиусе 5 километров от дома. И только 14% опрошенных использовали велосипед, если расстояние от дома до работы увеличивалось до 10-15 километров. У нас во дворе есть 2 зарядных устройства для электромобилей. Одно предназначено только для автомобилей Tesla, а второе для всех остальных видов электрических авто. Причем зарядное устройство Tesla доступно не только для гостей нашего отеля, но и для владельцев электромобилей, которые находятся в районе отеля и хотели бы зарядить свой автомобиль. Они находят нас на навигаторе, доезжают до отеля и заряжают свою Теслу, а тем временем сами наслаждаются чашкой кофе, пока их машина на подзарядке. Один из планов на будущее – это установка солнечных панелей на крыше стеклянного атриума. Чтобы получить согласие от властей Амстердама на их установку, это должно быть максимально эффективное, но при этом эстетичное решение. Пока на рынке есть только прототипы прозрачных тонких солнечных панелей. Мы с нетерпением ждем их официального появления, чтобы использовать солнечную энергию для еще более экологичного функционирования нашего отеля. Большое спасибо за просмотр этого видео. Надеюсь, это был полезный опыт, и я с нетерпением жду встречи с вами в нашем прекрасном Амстердаме.